Всем привет! Сделаем мельницу. Зайдем в меню объектов и добавим куб. Изменим его топологию до 0 и утвердим. С помощью гизмо уменьшим размеры. Теперь добавим цилиндр. Повернем его по оси X на 90 градусов и уменьшим. Немного опустим вниз. Копируем. Скопированную деталь скроем и вернемся к предыдущей. Ее утвердим. Включим гизмо и симметрию. Вот на этой вкладке убедимся, чтобы была нажата вершина. На вкладке симметрии X поменяем на Z. И потянем вниз за синюю стрелочку. Теперь выберем инструмент обрезка, прямоугольник, и обрежем нижнюю часть. Вершину поменяем на авто и выключим симметрию. Переместим окошко чуть-чуть пониже. Отключим видимость у выбранного цилиндра и вместе с ним выберем также прямоугольник. И нажмем на воксель. У нас получился такой оконный проем. Далее выбираем деталь, которую мы скрыли, открываем ее и копируем. Так, давайте скроем скопированную деталь, вернемся к предыдущей, уберем гизмо и сделаем полость. Заходим в топологию цилиндра, X и Y и Z устанавливаем на единичку. Включаем гизмо, немного увеличим в размере и утверждаем. Включаем гизмо, группу меняем на вершину и включаем симметрию. Здесь X меняем на Z. И тянем вниз за синюю стрелочку. Вершину поменяем на авто, уберем симметрию и опустим эту деталь вниз. Включаем обрезку и обрезаем нижнюю часть. Делаем вид сбоку, гизмо и длину немножко подкорректируем, чтобы незначительная часть этого оконного проема, не проем, вернее, а рамы, выступала за стену. Теперь добавим куб, ставим топологию 0 и утверждаем. Уменьшаем в размере и сделаем подоконник. Откроем ранее скрытую деталь, выберем ее, немножко уменьшим. Также сделаем полой и изменим топологию. Y и Z сделаем единицы. Утверждаем и уменьшаем в размере. Давайте ее оттуда уберем, вытащим, чтобы было видно размер. Вот примерно такого размера, я думаю, будет достаточно для внутренней рамы. Теперь его назад отодвигаем, ее. Здесь группу меняем на вершину и включаем симметрию. X меняем на Z. И тянем вниз за синюю стрелочку. Здесь авто и убираем симметрию. Опускаем вниз. У нас получилась внутренняя рама. Включаем обрезку. Так, прямоугольник. И обрезаем.
Выберем внутреннюю раму и зайдем в режим соло. Также выберем подоконник и копируем его. Поднимем вверх и изменим размеры в соответствии с толщиной рамы. То есть мы его делаем немножко вот так поуже, изменим длину и глубину. Опустим вниз, копируем и переместим вот сюда. Теперь снова копируем, перемещаем сюда и растягиваем высоту. Тянем за синюю точку. Сделаем поуже и зайдем в материалы, изменим на аддитивный. Это будет стекло. Теперь выходим из режима соло, и первое окно готово. Заходим в меню объектов и добавляем снова цилиндр. Поворачиваем его по оси X на 90 градусов. Уменьшаем в размере. Поднимем вот сюда. И копируем. Скопированную деталь пока скрываем. И возвращаемся к предыдущей детали. Заходим в ее топологию и делаем разрешение равное 4. Далее утверждаем и поворачиваем по оси Y на 45 градусов. Выбираем этот цилиндр и отключаем его видимость. И одновременно выбираем прямоугольник наш основной и нажимаем на воксель. Получаем вот такой оконный проем. Заходим сюда в меню, выбираем скрытую деталь и включаем ее видимость. Здесь то же самое. Заходим в топологию, изменяем ее на 4 и поворачиваем по оси Z, по оси Y на 45 градусов. Включаем гизмо и делаем полость внутри этой детали. Давайте увеличим немного в размере. Так. И уменьшим в длину. Теперь копируем. Уменьшаем размер за оранжевый кружочек. Это будет внутренняя рама. Теперь за зеленую точку изменяем ее толщину. Выбираем вот этот подоконник, копируем, поднимаем вверх. Размещаем по центру окна. Можно немножко потоньше сделать. И изменяем его длину в соответствии с внутренней рамой. Копируем и поворачиваем по Z на 90 градусов. Теперь копируем стекло, вернее, выбираем его сначала, потом копируем и поднимаем вверх. Увеличиваем в ширину. Второе окно готово. Здесь на стене есть небольшие неровности. Давайте их уберем. Выбираем стену, инструмент «Выбрать маску» и прямоугольник. Маскируем вот эту часть. Инвертируем маску и с помощью гизмо потянем вниз за зеленый кружочек и влево за красный кружочек. Очистим маску. Зайдем в меню объектов, выберем все объекты и нажмем «Совместить». При совмещении стекла меняют свой материал, то есть все объекты становятся непрозрачными. Ничего страшного, это мы потом исправим. Вот у нас получилось, что все объекты объединились в одну строчку. Давайте немножко увеличим размер стены. То есть мы выбираем маской вот эту внутреннюю часть, берем гизмо
И растягиваем за красный кружочек в стороны и за зеленый кружочек вверх и вниз. Теперь очистим маску и замаскируем верхнюю часть. Включаем гизму и потянем вниз за зеленую стрелочку. Очистим маску. Заходим в меню объектов и нажимаем «Добавить радиально». Четверку меняем на цифру 6. Заходим сюда, выбираем цилиндр и потянем за синюю стрелочку. Хорошо, далее выбираем вот эти две строчки вместе и добавляем куб. Выключаем гизму и перемещаем. Так, давайте перемещаем за красную стрелочку, за красную точку. А теперь за вот эту синюю. И за зеленую. Заходим в топологию и изменяем до 0. Передвинем вот сюда. Это я делаю с помощью розовых кружочков. Все, теперь можно утвердить. Зайдем в меню объектов и выберем все 3 строчки. Нажмем «Утвердить» и вкладку «Снять». Подтверждаем. Теперь включим вид спереди и вот этот передний простенок, окна на нем мы поменяем на двери. Для этого выбираем этот простенок и заходим в режим соло. Теперь нажимаем на 3 точки и «Отделить». Все детали окон стали по отдельности. Мы удалим лишние детали, которые нам не понадобятся. Выбираем каждую деталь по отдельности и удаляем. Теперь выбираем вот эту деталь. Берем инструмент «Выбрать маску» и прямоугольник и маскируем верхнюю часть. Включаем гизму и тянем вниз за зеленую стрелочку. Очищаем маску. Теперь выбираем стену. Берем инструмент обрезка и прямоугольник. Обрезаем нижний участок. Добавим цилиндр. Повернем по оси X на 90 градусов. Уменьшим в размере. Откроем топологию и сделаем Y и Z равными единице. Еще немножко делаем потоньше. Это будет дверь. Выключаем гизму и нажимаем «Утвердить». Теперь включаем снова гизму. Здесь группу авто меняем на вершину. Включаем симметрию и X меняем на Z. Растягиваем за зеленую стрелочку. Теперь снова вершину меняем на авто, выключаем симметрию и опускаем вниз. И сдвинем немножко влево. Теперь возьмем инструмент обрезка и обрежем нижнюю часть.
Включим гизмо, переместим дверь вот сюда на место. Теперь так, включим ось и передвинем ее вот сюда. Выключим ось и повернем дверь по оси Y. Без привязки, просто ее приоткроем. И нажмем «Добавить цилиндр». Уменьшаем цилиндр в размере. Выкрутим привязку и переместим влево. Заходим в топологию и изменяем на 4. Уменьшаем длину. Теперь убираем гизмо и делаем внутри полость. Включаем гизмо и поворачиваем. Так, поворачиваем по оси Z на 90 градусов. Так, еще уменьшаем размер. Опускаем вниз. И повернем по Y на 45 градусов. Это будет дверная ручка. Утверждаем. Теперь смотрим на это окно. Из него также сделаем дверь. Выбираем ненужные детали и удаляем. Вот эту раму выбираем. С помощью инструмента маски маскируем верхнюю часть, включаем гизмо и за синюю стрелочку потянем вниз. Очистим маску, выберем стену, берем инструмент обрезка и прямоугольник и вырезаем проем. Теперь выбираем вот эту деталь и сделаем из нее дверь. Включим ось и переместим вправо. Выключим ось, выключим привязку и повернем по Z на произвольный угол. Добавим цилиндр. И сделаем из него дверную ручку. Включим привязку для поворотов, изменим на 90 градусов и повернем по оси Z на 90 градусов. Сделаем внутри полость. Так, ну-ка, вернем назад. Да, не надо нам переворачивать. Изменяем толщину и поворачиваем по Y на 45 градусов. Включим привязку и опустим ручку пониже. Утвердим. Выйдем из режима соло, уберем все галочки и добавим цилиндр. В топологии изменим на 6. Теперь увеличим его в размере и уменьшим высоту. Расположим эту площадку так, чтобы она проходила вот здесь под дверью. Теперь добавим куб. Изменим его топологию до 0 и утвердим.
Куб уменьшаем и растягиваем за зеленый кружочек. Добавляем радиально. Здесь четверку изменяем на цифру 6. Находим, выбираем, нажимаем вот эту строчку и тянем за красную стрелочку. Ставим фронтальный вид и опускаем эти столбики вниз. Можно еще подкорректировать, уменьшить их толщину. Теперь выбираем вот эти две строчки и копируем. Так, давайте таким образом скопируем. Теперь выбираем нижнюю строчку и увеличиваем столбики. И делаем их покороче. Опускаем вниз. Теперь снова добавляем куб, изменяем топологию до 0 и утверждаем. Уменьшаем и передвигаем сюда. Копируем. Нет, давайте сначала, сделаем необходимую высоту для этого столбика. Это будет заборчик. Теперь копируем и перемещаем вправо. Копируем и влево. Выбираем средний столбик, копируем и поворачиваем по оси Z на 90 градусов. Теперь растягиваем в длину. Выберем все детали этого заборчика и совместим. Скопируем и переместим вот сюда. Теперь объединим с предыдущим и совместим. Копируем и повернем на 60 градусов. По оси Y. Снова копируем и поворачиваем также на 60 градусов. Теперь выбираем вот этот заборчик и нажимаем на 3 точки «Отделить». Выберем вот этот элемент, скопируем и повернем по Y, по Z на 60 градусов. Переместим вот к этому столбику. Так, уберем привязку и уменьшим длину.
Выбираем вот этот столбик, включаем гизмо и нажимаем Pin. Теперь выбираем вот эту деталь, заходим в меню объектов и добавляем отзеркаливание. X выключаем, включаем Z. Утверждаем и вкладка совмещения дочерних узлов. Теперь копируем, включаем вид снизу и перемещаем сюда, поворачиваем по Z, по Y на 180 градусов. Подкорректируем их расположение. Далее выбираем обе детали и совмещаем. Включаем вид снизу, нажимаем ось и перемещаем ее в центр. Вот сюда в центр. Выключаем ось, копируем. Так, они у нас выбраны, эти детали. Да. Копируем и поворачиваем по Y на 60 градусов. Снова копируем и также поворачиваем на 60 градусов. Сделаем лавочку. Включим вид сзади, выберем вот эту стену и включим гизмо. Добавим плоскость. Передвинем сюда, опустим пониже и уменьшим размер. Теперь откроем топологию и изменим на 2. Утвердим. Инструмент «Выбрать маску» и прямоугольник. Маскируем вот эту часть, инвертируем. Зайдем в настройки, отладка и поставим вот здесь галочку. Теперь пальцем нажмем на эти уголочки, уберем галочку и включим гизмо. Потянем за оранжевый кружочек в сторону. Теперь за красный. Замаскируем этот прямоугольник. Так, сначала очистим маску, теперь замаскируем прямоугольник и нажмем на «Разделить». Удалим замаскированный прямоугольник. Теперь выберем эту деталь, маскируем ее и нажимаем на извлечение. Здесь вот эту часть удаляем и добавляем куб. Так, давайте вернемся назад. Вот у нас выбрана эта деталь, гизмо включена. И теперь добавляем куб. Изменяем его топологию до 0 и утверждаем. Уменьшаем. Это будут дощечки. Копируем. И сделаем несколько таких дощечек.
Инструмент выбрать и прямоугольник. Выбираем это все вместе, копируем и сделаем спинку. Для этого повернем по оси X, давайте без привязки, повернем вот примерно на такой угол и передвинем вот сюда. Теперь выберем вот эту деталь, уберем привязку и немного ее растянем. Теперь добавим цилиндр. Так, вернемся назад, выберем вот эту деталь нижнюю и добавим цилиндр. Повернем по Z, так, по Z на 90 градусов. Топологию изменим на 4. Сделаем полость внутри. Так, еще уменьшим. Повернем по Y на 45 градусов. Включим привязку, опустим вниз. Утвердим, копируем и перемещаем. Далее инструментом «Выбрать» выбираем всю лавочку и нажимаем «Совместить». Опустим пониже и пододвинем к стене. Уменьшим в высоту. Так, вернее, давайте мы ее не в высоту, а просто уменьшим за оранжевый кружочек. За красный кружочек растянем в ширину. Далее берем инструмент «Выбрать маску» и замаскируем всю верхнюю часть лавочки. Включаем гизмо и потянем вверх за зеленую стрелочку. Очистим маску и опустим лавочку пониже, до уровня земли. Включим вид снизу и ось. Перенесем ось в центр нашего сооружения. Выключим ось. Далее копируем лавочку. Копируем ее и поворачиваем по Y на 60 градусов. И также далее копируем и поворачиваем. Копируем и следующую лавочку поворачиваем на 120 градусов. Копируем и поворачиваем на 60.
Давайте изменим материал у стекол. Для этого выбираем простенок, нажимаем на 3 точки и отделить. Далее выбираем стекло, открываем вкладку с материалами и меняем на аддитивный. Аналогично с этим стеклом. Теперь выбираем следующий простенок, также на 3 точки отделить. И меняем материал стекол. И так далее. Со всеми простенками. И последний. Выберем с помощью инструмента «Выбрать», выбираем всю конструкцию, включаем гизму и потянем вниз за зеленый кружочек. То есть вся конструкция у нас немного уменьшается в высоту. Добавим цилиндр. Поднимем и увеличим. В топологии изменим x на шестерку, y 2 поставим и z единица. И утвердим. С помощью инструмента «Выбрать маску» замаскируем нижнюю часть, включим гизму и потянем за оранжевый кружочек внутрь. Очистим маску и выберем вот эту горизонтальную полоску. Инвертируем маску и включаем гизму и потянем вниз за зеленую стрелочку. И за оранжевый кружочек внутрь. Очистим маску. Снова берем маску и маскируем нижнюю часть. Заходим в параметры маски и нажимаем «Разделить». У нас отделилась нижняя часть. Мы ее пока скроем и выберем основную деталь крыши. Заходим в мультиразрешение, ставим здесь галочку и нажмем 2 раза на подразделение. Теперь галочку уберем и еще раз нажмем на подразделение. Включим вид спереди и замаскируем вот такой прямоугольник. Теперь повернем и замаскируем еще один прямоугольник. Повернем вот этой стороной и замаскируем вот здесь. Заходим в параметры маски и нажимаем «Разделить». У нас появились такие окошки. Давайте выберем вот эту основную деталь крыши и замаскируем ее. Заходим сюда в параметры маски, поменяем толщину, сделаем 0,3 и со знаком минус. Нажмем на извлечение. Вот эту деталь удалим. Откроем основание, которое мы с вами отделили. Так, это окна. Вот основание. Можем зайти в режим соло. Замаскируем его. И также нажмем на извлечение. Вот эту часть удалим. И выйдем из режима соло. Включим гизму. И опустим эту деталь нижнюю немного вниз.
Включим мультиразрешение, убедимся, что нажата галочка, и нажмем 2 раза на подразделение. Теперь эту галочку уберем и еще 1 раз нажмем на подразделение. Хорошо. Теперь откроем скрытые детали, выберем их и зайдем в режим соло. Берем инструмент обрезка, лассо и вырезаем все детали, кроме одной. Включаем гизмо с ось и переносим ось в центр объекта. Делаем вид слева и переносим ось вот сюда. И поворачиваем по оси X так, чтобы стрелочка легла вдоль нашей детали. Теперь отключаем ось, включаем мультиразрешение, ставим галочку и нажимаем 1 раз на подразделение. Берем инструмент «Выбрать маску», маскируем вот эту часть и инвертируем маску. Заходим в отладку, ставим галочку и пальцем убираем треугольники. Снова в отладку и галочку здесь убираем. Включаем гизмо и тянем внутрь, вернее наружу, в сторону за оранжевый кружочек и вверх за зеленую точку. Откорректируем положение прямоугольника с помощью зеленой стрелочки. Теперь маску очистим и замаскируем прямоугольник. Заходим сюда в параметры и нажимаем «Разделить». Эту деталь пока скроем, выберем раму и замаскируем ее. Заходим в параметры маски, выбираем толщину Shell плюс 1,5 и нажимаем на извлечение. Вот эту деталь удаляем и открываем. Так, и давайте выйдем из режима соло и откроем внутреннюю деталь. Ее выберем, переместим немножечко наружу и поменяем материал на аддитивный. Теперь выберем это стекло и раму вместе и немножко сдвинем вглубь, утопим. Копируем и за красный квадратик перемещаем вверх. Включаем вид сверху, нажимаем ось и перемещаем ее в центр крыши. Отключаем ось и поворачиваем по Y на 60 градусов. Потянем вверх за зеленый кружочек. Теперь снова выберем первое окошко. Копируем и переносим вверх. Делаем вид сверху и поворачиваем. Так, сначала нажимаем ось, переносим в центр, убираем и по Y поворачиваем на 60 градусов вправо. И потянем вверх за зеленый кружочек. Выберем крышу и скроем ее. Теперь с помощью инструмента «Выбрать» выбираем нижнее окошко, делаем вид сверху, включаем гизмо, ось и переносим ось в центр. Отключаем ось и поворачиваем по Y на 180 градусов. Так, возвращаемся назад, нажимаем «Копировать» и теперь поворачиваем на 180 градусов. Далее выбираем среднее окошко, включаем вид сверху и гизмо. Поворачиваем также на 180 градусов по Y. Сначала копируем, потом поворачиваем. И выбираем верхнее окошко. Вид сверху. Включаем гизмо и поворачиваем. Итак, копируем, потом поворачиваем. Все окна готовы.
Откроем крышу. Далее добавляем сферу, поднимаем ее вверх и уменьшаем. Утверждаем. Берем инструмент обрезка и отрезаем нижнюю часть. Включаем вид сбоку, симметрию, X меняем на Z и врезаем по бокам. Так, берем инструмент «Выбрать маску» и прямоугольник. И нарисуем окошко. С этой стороны удалим. Теперь заходим в параметры и нажимаем «Разделить». Эту деталь пока скроем. Выберем купол и замаскируем нижнюю его часть. Зайдем в параметры и нажимаем «Разделить». Тоже пока скроем. Выберем сам купол, замаскируем его. Толщину сделаем минус 0,5. И нажимаем «Извлечение». Вот эту деталь замаскированную удаляем. Поднимем купол немножко выше. Теперь открываем нижнюю плоскость, выбираем ее, маскируем. И нажимаем на «Извлечение». Плоскость замаскированную удаляем, включаем гизму и поднимаем вверх. Давайте выберем вместе купол и плоскость. Поднимем так, чтобы вот пол внутри этого купола выровнять. Хорошо, теперь берем, открываем деталь окошка. Она у нас получилась внизу, но мы ее поднимем и зайдем в режим соло. Маской выберем прямоугольник, инвертируем, зайдем в отладку, поставим здесь галочку, уберем треугольники и уберем галочку. С помощью гизмы потянем за оранжевый кружочек сначала, потом за красную точку. Маску очистим. Замаскируем этот прямоугольник. Зайдем в параметры и нажмем «Разделить». Скроем его пока, выберем раму и замаскируем. Толщину сделаем единица и нажимаем на «Извлечение». Эту маску удаляем. Откроем ту деталь, которая будет стеклом, выберем ее и поменяем материал на аддитивный. С помощью гизмо вытянем немножко вперед, передвинем и выйдем из режима соло. Выберем еще раз раму вместе со стеклом и сдвинем вглубь. Выберем купол, включим гизмо и добавим куб. Изменим топологию до 0 и утвердим. Сделаем из куба брус. Переместим вниз.
и растянем в длину. Нажимаем на ось и перемещаем ось влево. Ось выключаем, копируем и поворачиваем по Z на 90 градусов. Теперь выключаем привязку для поворота и поворачиваем по оси X. Повернем, сделаем вид сзади и повернем по Z. Копируем, открываем симметрию, нажимаем «Мир» и поворачиваем и отзеркаливаем слева направо. Теперь выбираем первую балку. Выбираем первую балку, заходим, включаем ось и центрирование. Выключаем ось, копируем и поворачиваем по Y на 90 градусов. Далее выключаем привязку для поворота, поворачиваем по X и перемещаем за красный квадратик. Откорректируем его расположение. Далее добавляем цилиндр, включаем его топологию и делаем Y равным единице, и Z тоже единица, а X оставляем. Теперь утверждаем, уменьшаем за оранжевый кружочек, выключим привязку, растянем длину и еще уменьшим. Теперь переместим вниз вот сюда. Еще поменьше сделаем. Теперь копируем, увеличим, изменим длину и переместим сюда. Скопируем большой цилиндр, увеличим и сожмем. Теперь снова выберем предыдущий цилиндр, вот этот, и добавим куб. Изменим топологию до нуля и утвердим. Сделаем из этого куба брусок. Копируем и повернем на 20 градусов по оси Y. Снова копируем и поворачиваем. И так далее, пока у нас круг не заполнится этими брусочками. Теперь выберем, вернее, добавим цилиндр.
Разрешение по Y и по Z сделаем единицы. Включим полость. Уменьшим размер этого цилиндра. И размер стенки. Так, утвердим. И сожмем, уменьшим длину. И переместим вот сюда. Копируем и сдвинем. Выберем купол, включим гизму и добавим цилиндр. Повернем его по X на 90 градусов. Изменим размер и опустим пониже. Заходим в топологию и изменим Y и Z, сделаем равными единице. Утвердим, копируем и увеличиваем. Уменьшим длину и переместим вот сюда. Далее добавим куб. Сделаем топологию равным нулю и утвердим. Из куба сделаем брус. За синий кружочек растянем в длину. Копируем и повернем по Y на 90 градусов. Нажмем на ось и переместим ее вот сюда. Убираем ось и добавляем плоскость. Изменим размер за розовый кружочек, который в середине. И изменим топологию. Сделаем X 10, а Y... Так, Y давайте сделаем 30. И утвердим. Берем инструмент «Выбрать маску» и маскируем такие прямоугольные полосочки через 3. Заходим сюда, нажимаем «Разделить» и удаляем. Теперь снова маскируем вот эти оставшиеся полосочки. Разделить и удаляем. Теперь выбираем, маскируем эту деталь. Заходим на вкладку «Маски», делаем Shell плюс-минус 0,5 и нажимаем на извлечение. Вот эту деталь замаскированную удаляем. Включаем гизму, копировать и... Так, значит, включаем сначала гизму, потом ось и перемещаем ось в центр цилиндра. Убираем ось и поворачиваем, нажимаем копировать и поворачиваем по Y на 90 градусов. Снова копировать и поворачиваем. И еще раз. Теперь инструмент «Выбрать» и лассо. Выбираем вот эти все детали, включаем гизму и поворачиваем по Z на 45 градусов.
Убираем галочки и добавляем куб. Изменим топологию до 0 и утвердим. Сделаем подставку основания для мельницы.